Здравствуйте, с вами Андрей Гав в шлеме. Это первый выпуск нашего нового формата «Разбор полетов». Здесь мы будем смотреть видео ДТП при участии мотоциклов, изучать их, анализировать и делать выводы. Пытаться делать выводы. Всех детей, беременных женщин и ранимых личностей просьба убрать от экрана, особенно ранимых личностей. Так как если вы не готовы слушать жесткую правду и вам главное о мертвых либо хорошо, либо никак, то вам явно не сюда. Многие слова будут резать по-живому, особенно тех, кто лично знал погибших. Но моя задача – попытаться спасти тех, кто еще жив. Первым же моя помощь не нужна. Почему именно разбор полетов? А разве не с пилотами истребителей мы ассоциируем себя сами? С некой надменностью, роковым романтизмом смотрим на всех вокруг. Да мотоциклист, смотри, как чешет. Да, нам самим нравится, когда о нас так говорят. Да мы сами с радостью декламируем «пилот низколетящего истребителя». И это правильно, но только с той точки зрения, где ты себя должен воспринимать пилотом, которого все хотят сбить. В этой фразе сокрыт тайный смысл, который лежит на самой поверхности. Сев на мотоцикл, помни, это транспортное средство повышенного риска. Будь внимательнее. Будь внимательнее. Слышите меня? Будь внимательнее. А не как можно больше цивилов. Жаль ли мне двух братьев, 37 и 42 лет, которые управляли этими спортбайками, которые протаранили 3 машины, убили водителя первой и покалечили еще 3 человек. Что испытываю я, когда вижу, как 2 взрослых человека ебут на все деньги на своих сраных истребителях? Само собой, достаточно пологий поворот оказывается непреодолимым препятствием для их умения управлять байком. И первый из них на полной скорости таранит Рено Логан, убивая ничего не подозревающего и ничего не нарушающего водителя. Кстати, и сам себя убивает. Вот это летит его нога. Второму вроде повезло, он даже проскочил мимо. Но скорость настолько велика, а умения настолько малы, что у него нет ни единой возможности воспользоваться вторым шансом. И он погибает тоже. Так что же я должен чувствовать? Жаль ли мне пилотов? Мне жаль водителя Логана. Здесь все ясно. Полнейшее пренебрежение здравым смыслом. Отсутствие каких-либо умений, кроме как открутить ручку газа до упора. Следующему пилоту повезло больше. Но это везение не связано с умениями или наличием мозгов. Просто нет встречек, и мотоцикл не настолько быстр. Причем поворот настолько пологий, а скорость настолько вменяемая, что это только подтверждает мои слова о полном отсутствии умений и понимания, как управлять мотоциклом. Более опытные райдеры сразу обратят внимание на те манипуляции, которые пытался делать горе-гонщик. Если вы увидели и поняли, о чем я говорю, напишите это в комментариях под видео с пометкой для эпизода номер 2. Мне очень хочется знать процентное соотношение среди наших зрителей, тех, кто обладает хотя бы базовыми знаниями, и тех, кто является потенциальным последователем героя этого видео. Здесь все ясно. Тот же комплекс чудовищных ошибок и полное непонимание последствий, как и в прошлом видео, но с менее трагическим результатом, в чем нет заслуги пилота. Будем надеяться, что жизнь дала ему второй шанс, и он им воспользуется, а не просрет. Очередной гонщик
И очередной поворот. Все эти видео объединяет одно и то же. Горе-пилоты не имеют ни малейшего представления, как мотоцикл поворачивает. И несмотря на это, входят в поворот на скорости, несоизмеримой с их возможностями. Просто те, кому дорога жизнь, запомните одну простую истину. Если ты видишь поворот, он не закрытый, пологий, нет ни попуток, ни встречек, и ты на 200% уверен, что пройдешь его вот с такой скоростью. Для тебя это значит лишь одно. Ты его должен пройти вот с такой. А если есть какие-то факторы, которые мешают тебе, закрытый поворот, попутки, встречки, то скорость должна стать еще меньше. Все эти сраные понты под коленочку оставьте для трека. А в городе важен не результат, а безопасность. И если вам не терпится отправиться к праотцам разорванным и размазанным, отправляйтесь туда без риска для окружающих. Вернемся к герою нашего третьего эпизода. Интересно, что же сейчас произойдет? Может быть, этот чудо-пилот, сэкономив доли секунды, сейчас будет объявлен победителем самой главной гонки в своей жизни? Давайте глянем. Мотоциклист ехал. Ничего странного. Очередной бог скорости, чудом выживший, с открытыми переломами ног, травмами головы и оторванными пальцами на левой руке, чуть не угробил водителя автомобиля. Может ли быть что-то непонятное теперь в этом эпизоде? Из-за чего произошла авария? И что нужно было сделать, чтобы в нее не попасть? Если выводы для вас очевидны, напишите их под видео в комментариях с пометкой «Эпизод номер 3». И последний на сегодня эпизод. Эпизод с пассажиром. Поворот в полном трафике. Сзади сидящий пассажир, изменяющий привычную развесовку. И, конечно же, скорость. Да такая, чтобы с ветерком, чтобы аж пробрало, Пассажиру повезло. Ну как повезло? С кучей переломов и травм отправлен в больницу, но жив. А 32-летний пилот с оторванной рукой и вскрытой черепной коробкой скончался на месте. Да-да-да, я читал комменты под оригиналом этого видео о том, что пассажиры такие-сякие не умеют, не могут и ссут. И мне очень хочется задать один вопрос всем тем пилотам, которые после просмотренного видео говорят не о истинных причинах ДТП, а о пассажире. Вы охуели? Я спрашиваю еще раз. Вы охуели? Мудаки, которые считают, что пассажир что-то должен. Запомните одну вещь. Пассажир – это ваша ответственность. Ваша и только. Если вы его садите к себе, не удосужившись объяснить, научить, проверить, вы не просто мудак, вы преступник. На этом тему степени виновности пассажира в этом ДТП или в других обсуждать закончим. А если пытаться понять причины, из-за которых произошла эта авария, то все просто. И они ничем не отличаются от причин в авариях, которые были чуть ранее. Полное непонимание того, как мотоцикл поворачивает. Явное пренебрежение тренировками и обучением в нормальной мотошколе. Но самая главная причина – это скорость. Точнее ее превышение. Точнее превышение скорости, которая соответствует навыкам пилота. На этом все. Друзья, учитесь на чужих ошибках, анализируйте. И если хотите быть мотоциклистами-долгожителями, находите нормальные мотошколы и проходите в них обучение. Подписывайтесь на наши каналы, распространяйте наши видео, ставьте пальцы вверх и берегите жизнь и здоровье свои и тех, кто окажется рядом. Увидимся через неделю.